Итак, девочки, с расчетами мы наконец-то все закончили. Теперь можем переходить непосредственно к вязанию. Я свою бобинку уже размотала, отмотала 2 клубочечка от нее. Вот видите, она стала меньше, потому что я же буду вязать 2 нити. С одной бобиной это неудобно. Можно, может быть, как-то некоторые вяжут, так что со середины нить достают вот отсюда. Но у меня так, она не достается, в общем, отсюда ниточка. Резинку мы будем набирать, хотя будем ее вязать спицами номер 4,5, а набирать я буду петелечки на спице номер 5. Это для того, чтобы было удобнее вязать первый ряд. Вот я беру свободный край нити и ложу ее на большой палец. Потом нить от клубка на указательный, вот так вот захватываю. И потом с большого пальца беру, просто перекручиваю, вот так вот, мне так удобно. Вводим сюда спицу в эту петлю, захватываем нить. И вот, пожалуйста, первая петелечка уже готова. Только видите, здесь нужно оставить так, чтобы нам хватило. Для рукава набрать 41 петлю. Я вот сейчас мало захватила нитки. Сейчас возьму немного больше, чтобы потом не начинать заново набирать петли. Вот так вот. И набираем 41 петлю для рукава, так как мы и рассчитали. В резинке мы, хотя 41 петля, мы рассчитывали, это начинается уже как после резинки, да, ширина, но резинка все равно стягивает, тем более она вяжется меньшими спицами на полразмера, поэтому оно все будет у нас нормально. Теперь главное посчитать правильно петли, сколько набрать, 41 петлю. Вот немножечко у меня, можно сказать, даже не хватает, но я попробую, чтобы у меня получилось. Осталось 4 петли. 38, 39, 40. И последнюю, видите, уже очень неудобно, но я сделаю, у меня получится. 41. Девочки, пересчитала я только что еще все петли, оказалось, что я одну даже набрала лишнюю. Вы, когда наберете, все-таки тоже пересчитайте. Вот одну я распустила теперь, потому что у нас все должно быть точно, как в аптеке. Начинаем вязать первый ряд. Спицы номер 4,5. У меня номера 4,5 коротких нет, поэтому будут длинные. Ну, сколько тут той резинки? Ничего, свяжем и на длинных. Так, сейчас, чтобы она не мешала, возьму так. Смотрите, кромочную первую мы снимаем, и нить вот так вот наверх я поднимаю на указательный палец. Вот таким вот образом. Дальше лицевая, изнаночная. Это и есть резинка на 1. Постоянно чередуем лицевые петли с изнаночными. Ничего сложного нет, даже если вы взяли спицы первый раз в руки. Главное быть внимательным, особенно в первом ряду, потому что у меня часто получается так, что я сделаю ошибку, например, провяжу подряд 2 лицевые или 2 изнаночные, приходится потом распускать. Чтобы этого не делать, просто нужно быть внимательнее. Еще стараться, чтобы ниточка не рассоединялась. Мы и так вяжем 2 нити, и еще она сама по себе не так, чтобы прям сильно, я бы сказала, скручена. Бывает такое, что случайно спицей зацепишь, и она рассоединяется. Чтобы потом не торчали нитки, нужно захватывать петлю полностью. Так, смотрим, вроде бы ошибочек я не сделала, а то я пока разговариваю, могу навязать что-то не то.
Первый ряд вязать сложнее, потом он уже пойдет проще. Ну, конечно, еще смотря какая у вас вязка. Есть люди, которые вяжут очень туго, то у них все ряды так туго идут. А я вот первый ряд так, а потом мне как-то уже легче. Вот видите, только что зацепила. Вот она рассоединилась. Лучше взять заново, чтобы вот так. Так как у нас количество петель нечетное, то последняя петля тоже вяжется лицевой, как и в начале ряда, да? А с этой стороны тогда будет она изнаночная. Если же вы набираете четное количество петель, то тогда вы всегда будете в резинке 1 на 1 заканчивать последнюю петлю изнаночной, и соответственно в следующем ряду начинать с лицевой. Так получается, что каждый ряд вы будете начинать вязать с лицевой петли. А у нас нечетное число, поэтому у нас будет через ряд. Один ряд с лицевой петли начинаем вязать, следующий ряд начинаем с изнаночной. Последнюю кромочную петлю я вяжу лицевой за заднюю стенку. Мне так удобнее. Вот так вот. Вот, пожалуйста, первый ряд готов. Ничего сложного. Теперь спицы номер 5 мы отлаживаем ненадолго, пока не закончим вязать резинку. Начинаем второй ряд. Ниточку вот так вот наверх на указательный палец. Первую петлю снимаем. Первая петля, которую мы вяжем, изнаночная. И дальше снова чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. С этого и состоит резинка 1 на 1. Если резинка 2 на 2, то просто чередуем 2 лицевых, 2 изнаночных. Ну, я думаю, большинство из вас это уже как семечки пощелкать, да, ничего сложного. Вот чем может быть не очень хорошие эти спицы, которые, да, дешевые. Вот именно эта пряжа, мериносовая шерсть, как-то по ним не очень хорошо ездит, вот шуршит. Если вот эти, например, номер 5 у меня прум, ну, мне не нравится. Они более скользкие такие, ниточка ездит легко. Хотя это тоже для каждой пряжи по-разному, потому что есть такая пряжа сама по себе скользкая, что если еще и спицы скользкие, то вязать вообще как-то, наверное, не очень удобно, руки очень устают. И последнюю кромочную вяжем лицевой за заднюю стенку. Вот так вот. Давайте теперь попробуйте довязать сами 5 сантиметров и я. Встретимся на моменте, где начинаем вязать основной узор. Удачи! Девочки, включилась я немного раньше. Провязала уже 12 рядов резинки. Тут уже есть у меня 5 сантиметров. Даже уже больше, видите, 5,5. Ну, не запланировано, пусть будет немного длиннее резинка. Мне так нравится. В общем, в чем суть? Лицевая сторона, там, где внизу вот эта ниточка, это лицевая сторона. Но так как нам нужно, чтобы посередине у нас тут будет такая цепочка, да, из лицевых, а тут нечетное количество петель, то 21 петля, та, что посерединке, получается изнаночная. А нам нужно, чтобы она была лицевая, поэтому мы провяжем еще один ряд резинки и уже подготовимся к следующему ряду, где будет начинаться узор. Сейчас нужно довязать, это 13 ряд резинки, последний ряд резинки. Нам нужно довязать до 21 петли. 21 петлю мы провязывать не будем. Вот первая, вторая,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И вот эта средняя петля, видите, еще раз показываю, она изнаночная, нам нужна лицевая, поэтому лицевая сторона будет у нас на этой стороне. И вот эту среднюю петлю мы не провязываем, мы оставляем нить перед работой, захватываем эту петлю и просто переснимаем ее на правую спицу. Вяжем этот ряд до конца, и следующий ряд уже будет у нас основным узором. В следующем ряду переходим уже на спицы номер 5. Так, последние петелечки. И вот резинка готова. Получилось она даже не 5, а 6 где-то сантиметров. Ну вы смотрите, если для вас это кажется длинное очень, ну или 5,5. Вот. Еще может быть оно постирается и немного вытянется. Если для вас это длинное, можете сделать на 2 ряда меньше, например. Ну а я такую люблю, мне нравится, поэтому я оставлю так. Дальше, как я уже сказала, берем спицы номер 5 и вяжем лицевой ряд изнаночными петлями. Формировать листья в этом ряду не будем, начнем формировать их уже в следующем лицевом ряду. Ну, потому что мне больше нравится, вот видите, в образце тут я тоже сразу их не делала. Ну, если вам нравится, можете сразу, в принципе, начать, но оно будет резинку как бы стягивать, и так, видите, она таким как бы уголком. А если еще раньше их начать, оно еще больше, ее вот так вот, она будет деформироваться. Поэтому первый ряд лицевой и получается изнаночный тоже же мы вяжем по рисунку, поэтому получается 2 ряда еще без листьев, а потом в третьем ряду, это будет второй лицевой ряд, там уже начинаем формировать листья. Так, и здесь нужно не запутаться, где у нас эта петелечка, которую мы снимали. И вот мы дошли к этой петле, это средняя петля. В изнаночном ряду мы будем постоянно ее просто переснимать на правую спицу, нить перед работой, а в лицевом просто провязываем лицевой. Вот так вот мы довязываем лицевой ряд до конца изнаночными петлями. Так. Последняя кромочная за заднюю стенку лицевой. Дальше изнаночный ряд мы вяжем лицевыми, а среднюю петлю мы снова не провязываем, а просто переснимаем на правую спицу. Сейчас уже, по идее, ее должно быть видно. Надеюсь, мы ее не пропустим. Ну, я, по крайней мере, пока вяжу. Вот она. Мы к ней дошли. Средняя петля. Но если вы не уверены, что вы ее, да, не заметите. Вот я бы, честно говоря, могла сейчас ее пропустить. То лучше просто в начальных рядах, потом она уже точно будет видно, где она. А первые ряды вы можете еще посчитать, и чтобы запомнить, и 21 петля. Или если у вас там рука может быть шире, то она у вас будет там какая-то 23-я или... Ну, вы меня поняли. Лучше посчитать лишний раз, чтобы потом не пришлось распускать и все перевязывать. Этого делать никто не любит, и я тоже. Хотя приходится это довольно часто, потому что бывает из-за своей невнимательности. Или, ну, чаще всего невнимательности. Делаем ошибки, а потом приходится все перевязывать. Так, обратно лицевой ряд вяжем. Видите, тут уже все изнаночные, вот так красиво получается.
Это третий ряд. Нам нужно еще не забыть, что мы будем делать добавки по краю полотна в каждом 12 ряду, чтобы не забыть. Вот смотрите, теперь здесь начинаем формировать листочек. Одну петлю мы не довязываем изнаночную до середины, до этой цепочки. Делаем накид, только накид делаем к себе, вот так вот. Потом провязываем изнаночную петлю. Здесь, видите, нужно пальчиком этот накид придержать, чтобы он не спал, да? Провязываем изнаночную, а теперь делаем накид от себя. Ну, я много раз, ну как, когда только начинала, решила, что у меня будут эти листья, все их вяжут по-разному. Я разными способами сама пробовала, не знаю, может еще кто-то так вяжет, но, по крайней мере, я к этому пришла сама, что мне понравилось, как она смотрится, этот листочек. Некоторые девочки сразу набирают с одной петли, делают 5, но мне так не нравится, потому что оно, получается, там дырочка. В общем, я придумала такой способ. Может, его, конечно, кто-то уже придумал до меня. И смотрите, вот эта средняя петля, которая у нас, вот эта цепочка, мы в лицевом ряду вяжем ее просто лицевой. Теперь опять накид к себе, придерживаем, вяжем изнаночную петлю, это второй листочек с другой стороны, и накид от себя. И дальше до конца ряда все петли изнаночными. Переворачиваем. Изнаночный ряд вяжем точно по такому же принципу, как вязали перед этим. Все лицевые петли. Но когда доходим до листочка, там сейчас я покажу, как будет дальше. Нам эти накиды, которые мы сделали только что в лицевом ряду, в этом случае, когда мы начинаем вязать листочек, ну как я придумала, нам их нужно провязать скрещенными изнаночными петлями, потому что ну, оно уже на второй стороне, на лицевой стороне они уже должны быть лицевыми. Поэтому вот этот первый накид мы вяжем за заднюю стенку. Ниточку ложим вот так вот на спицу, вот так вот ее захватываем, и вот получилась у нас скрещенная изнаночная петля. Среднюю вот эту петельку мы тоже вяжем изнаночной, и тут снова изнаночной, только уже за переднюю стеночку, тоже скрещенная. Видите, вот так вот она получается перекрещенная. Дальше среднюю петельку, вот эту цепочку, да, мы снова не провязываем, просто нить перед работой оставляем, переодеваем ее на правую спицу. И теперь опять нам нужно провязать скрещенную изнаночную за заднюю стенку. Вот так вот мы сюда спицу зацепляем, петелечку провязали. Опять изнаночная, и еще один накид, тоже скрещенный, должен получиться за переднюю стенку. Поначалу, конечно, можно запутаться, но потом оно нормально, оно так просто красиво смотрится. Заканчиваем изнаночный ряд и снова лицевой. Тут все петли снова же изнаночные до момента, где начинается листок. И с этого ряда уже перед листочком, где мы уже начали его вязать, последние 2 петли перед листочком, те, что изнаночные, мы должны провязать 2 петли вместе. Таким образом, здесь мы будем убавлять, а здесь добавлять. Таким образом, листочек смотрит у нас в сторону за счет этого. За счет того, что с этой стороны мы убавляем, со серединки добавляем петельки. Как бы под наклоном получается. Так, смотрите, здесь 1, 2, 3, и вот они, последние изнаночные. 3 петли это уже листочек наш,
А это перед ними изнаночные. Мы вот так вот их берем за переднюю стенку и провязываем просто одной петлей. Ничего сложного нет. Дальше идет уже наш листочек. Первую петлю лицевой. Потом мы делаем накид. Тут уже вот этот накид, это уже будут идти вот эти дырочки, видите? Так что тут уже, в принципе, все равно в какую сторону накид я делаю от себя, мне так удобнее, да? Дальше среднюю лицевой, это будет вот эта идти дорожка. Снова накид, снова лицевая. А теперь тут мы должны добавить уже петлю. Когда я только, ну, допустим, туда, я тут не хочу брать с протяжки, потому что оно там листочек будет натягиваться. Здесь я делаю первую петлю, как я добавляю, делаю накид от себя с этой стороны. Потом провязываю вот эту среднюю лицевую цепочку, а в этом листочке накид к себе. Вот так вот. Теперь опять провязываем листочек. Первая лицевая, накид, средняя лицевая, вот это накид, и еще одна лицевая. Теперь этот листочек мы закончили, и с этой стороны мы тоже убавляем 2 изнаночных петли. Вот так вот, видите? Все, с листочками в этом ряду покончено. Вяжем ряд до конца изнаночными петлями. Дальше загвоздочка будет сейчас в изнаночном еще ряду, там с листочками, чтобы разобраться, как правильно сделать. Ну, в общем, оно не сложно. Главное тренировка. Потренироваться, и у вас все получится. На первый взгляд, конечно, мне тоже было сложно этот узор вязать еще, если в описаниях в интернете находить, да, то я, ну, повторюсь, что там предлагается так, что с одной петли вывязать 5. Но я же говорю, у меня оно получается, может кто-то как-то умеет, чтобы оно не вытягивалось, эта одна петля, но у меня она вытягивается, там получается дырка, мне некрасиво. Так. Изнаночный ряд вяжем лицевыми. Снова же до места листочков. Вот так вот. Тут, в принципе, уже видно. Вот, видите, это где мы провязали 2 вместе изнаночных, это последняя лицевая петля. А дальше начинается листочек. Листочек мы вяжем изнаночными петлями. И вот этот накид уже в этом в изнаночном ряду, это где будет дырочки, да, мы его уже не скрещиваем, мы просто берем и вяжем обычную изнаночную. Вот получается такая дырочка. Это так нам нужно по узору. Есть некоторые девочки, я видела, ее тоже скрещивают, эту петлю, но я хочу с дырочками, мне так больше нравится. Вот последняя петля листочка, и дальше этот накид, который мы добавляли петлю. Его мы должны провязать лицевой скрещенной опять же петлей за переднюю стеночку, вот так вот. Вот так. Опять же идет средняя петля, вот эта, просто ее переснимаем. И эту петлю тоже мы должны скрещенной лицевой, только уже, видите, за заднюю стенку ее провязываем. Вот так вот. И снова петли листочка. Все петли изнаночными. И до конца ряда дальше лицевые петли. Дальше снова лицевой ряд. Первую петлю снимаем. Петли изнаночными вяжем. Последние 2 петли перед листком изнаночные, опять вяжем 2 петли вместе. Таким образом одну петлю убавляем перед листочком. Здесь уже мы их не перепутаем, здесь уже видно, хорошо просматриваются лицевые петли. Сам листочек уже начал у нас распускаться. Вот так вот, 2 петли вместе за переднюю стенку изнаночной. Теперь снова листок. Лицевая. Тут уже еще одна у нас, видите, за счет вот этого накида прибавилась еще одна петля. Теперь снова накид.
среднюю петелечку лицевой, снова накид. Вот, в общем, возле этой средней петли мы постоянно будем до середины листочка добавлять накиды по боках. До конца листочка лицевые все петли. Дальше, тут опять, тут мы убавили перед листочком снова. Здесь снова нам нужно добавить петлю. Как это я делаю дальше? Перед этим мы делали накид, а тут я просто беру из протяжки вот эту, видите, это протяжка, одеваю ее на спицу и вот так вот тоже скрещенную петлю изнаночную провязываю, и эту изнаночную провязываем. Дальше средняя петля цепочки лицевая. Теперь мы провязываем сразу изнаночную, потом только берем протяжку, одеваем ее снова на спицу, только смотрите, другой же стороной. И теперь, тогда мы перед этим протяжку вот так вот одевали, а теперь вот так вот. Видите разницу? И теперь мы эту же изнаночную скрещенную провязываем за заднюю стеночку. Вот так. Дальше снова идет наш листочек. Лицевая, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 лицевых, листочек закончили вязать. 2 изнаночных вместе после листочка. Здесь перед, здесь после. И до конца ряда изнаночные петли. Зато смотрите, как быстро вяжется спицами номер 5. Если бы это были спицы номер 3 и 5, например, то мы бы, наверное, провязали еще только, может быть, вот так вот, или, ну, в общем, было бы намного меньше. А так, я думаю, все быстренько справятся с этим свитером, и я в том числе, и начнем вязать следующий этап. В то же время не забываем, сколько рядов мы уже провязали, что в 12 ряду нам нужно делать прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну да, правильно. 7, 7 ряд. Это теперь изнаночный идет 8. Ну, тут уже, в принципе, все будет несложно. Лицевые, я имею в виду в изнаночных рядах. Здесь уже мы вяжем по рисунку. Это изначально, когда мы только там формируем листочек, то там в изнаночном ряду нужно не запутаться, да, как провязать скрещенные петли. А теперь уже, когда мы там уже добавили все, что нам нужно, то здесь уже, смотрите, вот лицевые закончились, и начался листочек. Мы листочек все вяжем изнаночный. Мы здесь несложно, просто изнаночные. Это и называется по рисунку. Вот последняя изнаночная, их просто даже видно. И вот следующая петля, это, видите, скрещенная лицевая с этой стороны, с этой у нас она была изнаночная. Это там, где мы добавляли петли, и ее мы вяжем лицевой, 2 вот эти петли. Дальше идет у нас средняя, та что цепочка, мы ее снова просто переснимаем нить перед работой. Дальше снова 2 лицевые, петли листочка изнаночными. И до конца ряда, видите, тут уже видно, идут лицевые. Вообще можно было, конечно, рукава вязать, начинать вязать 2 рукава вместе. Но так как я вяжу в 2 нитки, а если бы мы вязали 2 рукава одновременно, да, то это на одних спицах мы бы их вязали, то было бы не очень удобно, потому что аж 4 мотка у нас бы было с нитками. И они бы могли там или запутываться, или что, потому что поэтому я решила все-таки в этом конкретном свитере 2 рукава будем, ну, я лично буду вязать по отдельности. Может быть, вам захочется одновременно связать, то пожалуйста. Но я, дабы избежать лишних проблем с запутыванием ниток, решила связать их отдельно. Так, 2 изнаночные перед листочком провязываем вместе. Дальше
лицевые, перед серединкой делаем накид, лицевая, накид, дальше до конца листочек довязываем лицевыми. Здесь нам нужно сделать прибавку из протяжки, вот так, за переднюю, видите, вяжем скрещенную изнаночную, дальше 2 изнаночных, которые уже там перед этим, да, добавляли, среднюю вяжем нашу цепочку просто лицевая. С этой стороны 2 изнаночных, теперь из протяжки достаем петлю, вяжем ее за заднюю стенку. Здесь, конечно, как-то не очень удобно ее зацепить, но вот так вот. И теперь, и вот мы прибавили петли. Теперь дальше опять наш листочек, накид, лицевая, накид, до конца лицевыми, и опять после листочка вяжем 2 петли вместе. В принципе, таким образом мы будем добавлять, здесь убавлять, здесь добавлять, и накиды, вот эти дырочки тоже добавлять, чтобы у нас получилось 7 дырочек с каждой стороны. Тут уже, в принципе, ничего меняться дальше не будет. Так что, наверное, я провяжу их без комментариев. Вот здесь, видите, забыла, что надо 2 вместе изнаночные провязать. Снова листочек, накид, накид, здесь прибавка, за переднюю стеночку провязываем скрещенной. Тут сразу провязываем все изнаночные, а потом делаем прибавку. Вот так, за заднюю стенку. Петли листочка, накид, накид, 2 петли изнаночные вместе, до конца ряда изнаночными, и вот, девочки, по-моему, сейчас давайте посчитаем, сколько тут уже рядочков мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот видите, 11 рядов. И сейчас настает время прибавок по бокам для расширения рукава. Смотрите, значит, кромочную я снимаю, и каким образом я прибавляю. Вот так вот делаю петелечку, оп, надела, видите? После кромочной сразу. Дальше вяжем все как и было, а в конце ряда перед кромочным мы делаем точно так же. Вот и все. Но главное это не забывать, потому что придется распускать все и перевязывать, если где-то мы что-то сделаем не так. Снова все по рисунку.
дальше тут уже лицевые. Среднюю петлю просто переснимаем, снова лицевые. Видите, вот обратно только что одна ниточка вылезла. Главное вовремя это заметить. И 5 изнаночные петли, это листочек сам идет. Ой, залезла на лицевые, провязала изнаночными. Тут уже идут лицевые. Главное не забудь, потому что я бывает в начале ряда сделаю прибавку, а потом в конце забуду. Или бывает вообще забуду, что нужно делать. Вот опять мы такую петелечку одеваем. Это прибавочка наша. Как мы эти прибавки вяжем в лицевом ряду? Обычно изнаночными петлями. Просто ее может не так легко зацепить, как остальные. Но видите, она получается у нас скрещенной петлей. Почему скрещенной? Чтобы не было дырочки. Потому что если бы мы вязали, да, не скрещивали, была бы такая же дырка, как вот в этих местах, да. Снова тут перед листочком 2 последние изнаночные 2 вместе провязываем. Тут все петли лицевыми, перед средней петлей накид, лицевая накид, опять все лицевые. Все уже как и прежде. Скрещенную изнаночную. Среднюю лицевой, опять изнаночные. Так, здесь снова делаем прибавку за заднюю стеночку. Изнаночную вяжем скрещенную вот так. И дальше опять листочек. Накид. После листочка уже привычные 2 вместе изнаночные. И вот опять это наша петелька, которую мы прибавляли. Аккуратненько ее тоже привязать, скрещенная, видите, получается. И последняя кромочная лицевой за заднюю стенку. Вот, пожалуйста, одну прибавку мы уже сделали. Что касается вот это по боках, да, для расширения рукава. Теперь, девочки, будьте внимательными, потому что дальше я ну как, может еще одну прибавку я и покажу, или сколько там получится. Но я довяжу, да, до следующего начала листочка, где будет следующий начинаться. Ну и покажу, как закрывать этот, да. А потом уже до проймы вы будете делать прибавки самостоятельно. Потом я уже буду только показывать, как тут делать убавки. Так что будьте, пожалуйста, внимательными, не пропускайте эти прибавочки, чтобы рукав у нас был правильной формы. Ну вот и правда, размером номер 5 спиц вязать намного проще, чем я, например, вязала свитер такой зеленый с пупырышками. Мне он очень нравится, до сих пор я в нем хожу. Ну как до сих пор, это только, наверное, прошло года 2,
как я его связала, но мне он нравится. Конечно, его я вязала из пряжи, по-моему, Ализе, там, с мохером. Состав 80% мохера. Я уже не помню точное название, но суть в чем? В том, что я взяла еще и спицы меньшим размером, чем заявлено было на этикетке. По-моему, я вязала спицами номер 2,5. Боже, я его так долго вязала, это просто ужас. По сравнению, конечно, спицы номер 5, это рай. Вот видите, делала ошибку. Меньше разговоров. Еще одно доказательство того, что нужно быть внимательным, когда вяжешь. Потому что очень обидно, когда потом приходится все переделывать, распускать. Это так неприятно, мягко говоря, наверное, даже. Дальше у нас на очереди снова лицевой ряд. Но я подумала, что каждый ряд уже не обязательно снимать. Тут, в принципе, все понятно. Сейчас у нас уже есть 5 дырочек. Всего нам нужно 7. Давайте свяжем самостоятельно. Это остается связать еще 4 ряда. А потом я уже покажу, что делать дальше. Здесь, я думаю, вы уже запомнили, что перед листочком мы убавляем 2 петли. Потом посередине листочка, вот тут перед лицевой делаем накид, потом 1 лицевая накид. И после листочка 1 петлю прибавляем. Все делаем точно так же, как и перед этим делали. Также посерединке не забываем, что в изнаночном ряду мы просто снимаем петлю, нить перед работой, а в лицевом ее провязываем лицевой. И также здесь снова. Тут делаем прибавочку, тут тоже 2 накида. И здесь убавочку. Девочки, 4 ряда, это не тяжело. Мои 4 ряда уже готовы. Я надеюсь, ваши тоже. Вот, видите, 7 дырочек уже у нас есть. Дальше показываю, что мы делаем теперь. Как обычно, здесь снимаем первую петлю. Тут вяжем все изнаночные до листочка. Точно так же, как и до этого мы это делали, да? Ага, и вот уже остается у нас 2 петелечки. В этом ряду мы их тоже провязываем вместе. Ну а дальше, в принципе, здесь ничего сложного. Опять же, мы вяжем все лицевыми, только не делаем уже накидов в этом ряду. Просто все лицевые петли. Тут прибавочку скрещенная, изнаночная за переднюю стеночку. Дальше пошли изнаночные петли. Лицевая, снова изнаночная. В принципе, этот ряд уже можно считать экватором нашего листочка. После этого ряда мы уже будем его начинать закрывать. Тут снова 1 прибавочка за заднюю стенку, скрещенная изнаночная, вот, и все лицевые.
2 петли вместе изнаночными, и так и дальше идут изнаночные до конца ряда. В изнаночном ряду мы вяжем все точно так же, как и вязали до этого, по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И среднюю петлю мы не провязываем, а просто переснимаем на правую спицу нить перед работой. Подписывайтесь на мой канал, буду всем очень рада. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вяжите с удовольствием. Стильное вязание от Марины Маргун. Приятного просмотра!